Всем привет! И вы на канале Кинорассказ. Сегодня у нас на кратком пересказе фильм «Одержимость». Погнали! Эндрю Ниман – 19-летний первокурсник Нью-Йоркской консерватории Шефер, барабанщик. Он упорно репетирует. Эндрю мечтает играть в оркестре Терренса Флетчера, который прослыл талантливым, но безжалостным и жестоким маэстро, готовым на все ради результата. Он может осыпать музыканта отборной бранью, унизить при всех, бросить в него стул. Он берет новичка в коллектив и дает шанс показать себя. Репетиции начинаются с композиции «Whiplash», которую написал саксофонист Хэнк Леви. Флетчер хочет превратить Эндрю в ошеломительного джазового музыканта, сопоставимого по масштабу с Чарли Паркером, Бадди Ричем или Луи Армстронгом. Сначала Эндрю переворачивает ноты основному барабанщику. Затем Флетчер дает ему возможность самому играть эту композицию. Поначалу все идет нормально, но после Ниман начинает играть не в метре. В результате дирижер, осыпав Нимана оскорблениями, возвращает на место основного барабанщика. Если ты намеренно портишь мне звучание, я тебя зарежу, как свинью. Эндрю уже превосходный барабанщик, но дирижеру этого мало. Он полагает, что самое страшное в мире – это похвала. Хорошо, молодец. Она вынуждает человека останавливаться и не реализовывать свой потенциал до конца. Он вполне себе стандартный наставник-дьявол. Его мастерство и профессионализм за гранью. Он никогда не опаздывает и не приходит раньше. Он открывает дверь в ту же секунду, когда начинает занятие. А за одну фальшивую ноту он готов вышвырнуть любого музыканта из своего оркестра, запустить в него какой-нибудь предмет или просто сделать неполиткорректное замечание, совершенно не стесняясь в выражениях. Во время антракта барабанщик отдает свою партитуру Ниману. Подержи до конца антракта. Но тот ее теряет. В результате он занимает место в основном составе, добиваясь признания на одном из конкурсов. Тем не менее, Флетчер не вполне доволен его игрой, считая, что тот не совсем попадает в его темп. Не совсем в моем темпе. Коннелли? Ладно, я понял, сделаю. Коннелли, вперед. Сначала... Перед ответственным выступлением Терренс привлекает третьего барабанщика и устраивает между ними соревнование. Может ли хоть кто-то из троих сыграть в необходимой манере? В качестве композиции был выбран «Караван» Дюка Эллингтона. Ценой неимоверных усилий Эндрю выигрывает этот негласный конкурс, после чего дирижер объявляет о том, что оркестр отправляется на конкурс. Затем Эндрю знакомится с продавщицей в кинотеатре по имени Николь и начинает встречаться с ней. Через некоторое время он решает порвать отношения с Николь, оправдываясь тем, что он собирается посвятить всего себя карьере музыканта. Я хочу быть крутым. Хочу стать одним из великих. И отношения с девушкой ему будут только мешать. По пути к месту выступления автобус, в котором едет юноша, ломается. В итоге Эндрю опаздывает. Флетчер собирается сажать нового барабанщика, так как тот опоздал и забыл палочки. Ниман быстро мчится на машине, забирает палочки, но попадает в автокатастрофу. Он садится играть, но окровавленные руки его не слушаются. Он все портит, и Флетчер выгоняет его из оркестра. Эндрю не выдерживает и нападает на Флетчера прямо на сцене, после чего его отчисляют из консерватории. Юноша бросает игру, работает в забегаловке, но однажды, вновь встретив Флетчера в одном из джазовых клубов, он узнает, что тот больше не преподает в консерватории после инцидента с одним из студентов. Флетчер объясняет Эндрю, что его стиль общения с музыкантами преследует главную цель – через психологические стрессы раскрыть их талант, дать шанс достичь настоящего величия. Маэстро полагал, одной из причин современного упадка джаза – отсутствие великих исполнителей уровня Чарли Паркера или Луи Армстронга, и хотел создать новых великих джазовых музыкантов. Он просит забыть старый и приглашает Эндрю без репетиций сыграть в его новом оркестре на выступлении в Карнеги-холле. Флетчер говорит, что оркестр будет играть только композиции, знакомые Ниману по консерватории. Флетчер знает, что это Ниман сдал его начальству консерватории, и подставляет музыканта на выступлении.
объявляя произведение нот, которого нет у барабанщика. Ниман импровизирует во время незнакомой композиции. Потом, поняв, что его единственный шанс что-то доказать Флетчеру, себе и окружающим, берет инициативу, репертуар и управление оркестром в свои руки, по-прежнему импровизируя, но уже по произведениям ему знакомым. Сначала Флетчер пытается выбить Нимана из колеи угрозами о последующей за выступлением расправой, но безуспешно. Ниман ловит кураж и солирует под знаменитую композицию Дюка Эллингтона «Караван». Наблюдая за этим, Флетчер сперва перестает мешать, а потом даже помогает барабанщику, дирижируя и поправляя одну из тарелок. В финальных кадрах фильма Ниман выдает великолепное, под управлением Флетчера, соло на барабанах. И после длительного проигрыша Флетчер подключает весь остальной оркестр для заключительного аккорда.